Привет, меня Иван зовут. Я Рита. Меня зовут Женетель Рустам. Я креатив-шеф. Я операционный шеф. Наш рамен лучший в Белграде. Сейчас мы будем раскатывать лапшу. В этой тарелке не просто рамен, просто чистый кайф. Чем сможем, тем поможем. Коллеги всегда помогают. Как будто я на второй том свой прихожу. В целом прикольно. Работаю в панч-рамен Белград. Почему рамена? И мне кажется, это тот суп, вообще то блюдо, которое, типа, вот ты ешь первую ложку, и, типа, то, что сводит тебя с ума. Мне кажется, вот, ну, мне сложно еще какую-то еду вспомнить, от которой ты ешь, настолько получаешь там удовольствие. Рамен — это какая-то особая любовь и особое блюдо, которое запоминается. Вот, поэтому старая мечта, десятилетняя, с помощью команды реализовали наконец. Все эти красивые как бы слова и красивые прикольные приемы, типа нет резервации, нет ничего, но самый главный фундамент — это вкус, потому что не было бы классного вкуса продукта, все остальное не важно. Все это происходит только по одной причине, потому что, как бы, по самой главной причине, потому что у нас, ну, типа, классная еда. В основном из тех раменов, которых я пробовал, их огромное количество, очень всегда водянистые, посредственные, вот. А вот сделать ту самую густоту, тот самый яркий кайф. Я с раменами вообще никак не работал до этого. Вот. И, соответственно, пришлось много информации поглотить. Книги, видосы. Вдохновляюсь больше всякими ферментацией. Вот. А именно концепции раменной это прям можно реализовывать. Вот. То есть мы мясопасту сами делаем, опять же работаем с кодзи. Это такое мое было задание для шефа Ванька, когда мы только вот обсуждали этот проект. Я говорю, типа, ну, нужен прям вот, типа, что-то мощное. Типа, пускай он будет себестоимости дорогой, но, типа, у меня прям была такая планка высокая. Ванек справился, да, кайфово. Поэтому в целом все эти люди, все наши гости дорогие, конечно, потому что готовим хорошую еду, мне кажется, все. Типа, это самое главное, это фундамент вообще. У нас все рамены готовятся на курином бульоне, который называется пайтан. Вот. Куриных бульонов бывает два, может быть больше, я знаю о двух самых популярных. Чинтан и пайтан. Чинтан — это когда вы закладываете курицу в воду, и она варится спокойно, тоже много часов, но без бурления. Спокойно, ничего не бурлит, и бульон получается прозрачным, немного золотистым. Вот. Но это не наш вариант. Мы остановились на бульоне пайтан. Пайтан — когда вы закладываете такое же количество курицы в воду, может быть, чуть больше, и у вас идет активная варка. 6-8 часов, то есть всегда бульон бурлит, вода подливается в какие-то промежутки времени, и, грубо говоря, через там 6 часов от курицы вообще ничего не остается, и получается просто такое белое молоко, плотное, которое процеживается. Вот это наша вариация бульона. В рамене суть бульона — это он должен быть в умами. То есть это он должен быть плотным, насыщенным и дополнять, соответственно, все остальные ингредиенты. То есть если бульон посредственный будет, ну, как бы на остальных ингредиентах уже сложновато будет вывести. То есть, ну, понятно, важны все ингредиенты, но, опять же, в Японии также считается, что бульон лапша — это основа. Вот, и на этой базе мы делаем 3 рамена: мисо, тантан и юдзу. Ну, мы так с шефами придумали. В принципе, все эти 3 рамена, ну, кроме юдзу, наверное, они, в принципе, являются базовыми. Но наполнение разное, потому что рамен — это, в принципе, такая... В рамене нет правил никаких. То есть, что хочешь, то и клади. Вот, мы, когда готовились к проекту, мы это в очередной раз поняли, что правила вообще отсутствуют. Если, допустим, там в каком-нибудь классическом блюде, там, борщ, он тоже разный у всех, но есть какие-то примерно стандарты. В раменах вообще они отсутствуют, делай, что хочешь. А бульон мы варим с опережением в один день. То есть сегодня среда, не работаем для гостей. Сегодня мы варим на завтра, на четверг. И, соответственно, в четверг мы будем варить на пятницу. Вот такая система у нас. То есть гости приходят, мы, собственно, бульон при них варится на следующий день. Вот. Ну и, конечно же, очень важно соотношение курицы к воде.
это дает насыщенность. То есть, соответственно, если положите там 100 грамм курицы на литр воды, будет одна густота. Если положите килограмм на килограмм воды, будет другая густота. У нас густота очень плотная, мощная, соотношение, может быть, если шефы захотят поделиться, расскажут. Но тот опыт, который есть у меня по российским и даже европейским раменам, азиатскими мы не берем, там, кстати, все плотно. Довольно-таки все водянистое, то есть закладка мяса маленькая, и это как бы скучно. Часто гости пишут, часто в комментариях в инсте везде, что почему так мало работаете, вот, а просто никто не видит невидимый труд, который до рабочего дня, мы работаем 4 дня в неделю, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Во-первых, мы работаем с 3, но ребята приходят к 9 утра, то есть они подготавливают, там, 7-8 часов только подготавливаются к смене. Вот, и среда сегодня, вот, у нас подготовительный день, когда мы все встретились. Сегодня они тоже с 9 утра и до 11 ночи. 80%, наверное, заготовок мы сегодня делаем. То есть вот эти все подготовительные часы, они типа невидимые, поэтому для того, чтобы был комфортный график работы для нас, чтобы мы могли еще жить, с учетом того, что у нас одна команда, нет сменных кадров, то есть один костяк, который работает, вот, для этого нам необходимо иметь такой график. Сегодняшний день – это день заготовок, без гостей, без посадки. Поэтому покажем все процессы. В команде нас 4 человека на кухне и 2 человека на баре. То есть такая маленькая группа людей делает весь объем, обеспечивает качество, сервис, дает вкусную еду. Всего 6 человек. Все, что здесь делается, происходит на этих 10 квадратных метрах. Мы делаем заготовки в среду. В частности, это 80% объема наших заготовок. И далее каждый день стараемся делать качество и пополняем количество заготовок. Но все, что здесь происходит вот здесь, на этой маленькой кухне. Да, еще почему момент подготовки такой большой, потому что я, может быть, даже многое бы чего покупал. Но вот именно шефы, им спасибо, конечно, за это. Они прям настояли на том, что Ванечек особенно, что типа надо все делать самим. Тут банально все когда сам делаешь, все вкуснее получается. Поэтому все мисопасты, все таре, лапшу, естественно, все соусы, короче, все делаем сами. Все, что здесь есть у нас на производстве, это все, не знаю, перечислять буду долго, но все абсолютно делается самостоятельно. У меня такой опыт впервые, потому что обычно в ресторанке, когда я работал, там, конечно, мы практически все покупали. Здесь не так. Многосоставные позиции, где, опять же, и покупные штуки мы туда добавляем, но в основном все сами делаем. Ну, не знаю. Ну, вот, допустим, на примере мисо-пасты, которая идет в основу мисо-рамена, мы используем 80% нашей пасты и 20% магазинной. План был что-то чисто из нашей делать, но практика показала, что для вкус лучше именно вот в миксе в таком. Вот, и Ваня занимался стройкой, в принципе, с первого дня, курировал там строителей, короче, чем только не занимался. Заказывал всю кухню, проектировал, поэтому тоже огромный его вклад. Это первый опыт мой был, но, считаю, удачный. Ну, то есть у нас все удобно, мне все нравится, то есть на ней удобно работать. Все старались, выкладывались
на все 100, ну, в плане дизайн помещения. Посуда, мы не просто ее заказали там на маркетплейсе, мы долго искали человека, кто сможет нам изготовить на заказ, во-первых, по нашим требованиям, миски именно, да, по нашим размерам. Рамены можно подавать, там, по-моему, 20 или 30 видов тарелок существует на планете. Разные формы, выше, ниже, уже, шире. Мы остались в такой форме, ее название я не помню. Вот, для нас ее сделала керамистка сербская. Здесь вот есть принт, панч-рамен. Такая форма, ну, для нашего размера порции у нас там типа под литр где-то, не под литр, наверное, 900 грамм в среднем наша порция. Эта тарелка идеальна, то есть практически полная. Вот, и, в принципе, так смотрится увесисто. Вот, то есть тарелки у нас тоже там, можно сказать, такие авторские. Мы за мелочи, за всякие брались и докручивали их. Не до совершенства, но до высокого уровня, скажем так. Про концепцию самое главное, что тоже необычно, и, ну, хотя в Европе, в Лондоне, допустим, тоже часто там езжу есть, вдохновляться, там достаточно таких мест, что мы работаем 4 дня в неделю всего лишь, четверг, пятница, суббота, воскресенье, как я уже говорил. Так, сегодня среда, еще ближе к открытию уже люди идут, а понедельник, вторник тоже как-то тут удалось, просто сидел за компьютером, что-то постоянно все ломятся, да. Ну, короче, да, вот как раз таки к теме того, что график необычный, четверга по воскресенье, странно, но на самом деле я это понял потом, что 7-0 в общепите, как я работал, типа все годы и все чуваки, в этом не всегда есть смысл. Мне кажется, гораздо прикольнее, когда есть костяк какой-то, и вы в этом коротком графике все успевают отдыхать, и как-то коллектив дружнее, и в целом прикольно. Я гостям вообще объясняю. Вот к нам часто гости приходят и говорят: блин, у вас очереди, нельзя с собой, нет доставки. Мы им объясняем, что у нас европейско-азиатский стиль стритфуда, у нас ограниченное количество порций, и вообще очередь — это показатель качества. То есть если в заведении стоит очередь, то это значит, что здесь очень круто, и сюда нужно чуть-чуть постоять, подождать, но потом вы кайфанете. Вот, я думаю, что это в целом не то чтобы лондонская прям какая-то атмосфера, в целом европейская такая штука. Ну это жесть, конечно. Ну и так понятно, что еще по концепции, да, нет резерваций никаких, нет доставки, естественно, только 120, только здесь, и нет с собой, то есть с собой мы тоже ничего не пакуем, потому что мы объясняем это тем, что продукт здесь сейчас хороший, вот сейчас нужно здесь съесть, и, типа, какую-то делать мешанину с собой в контейнере, не кайф, типа. Постойте чуть-чуть в очереди немножко, но получите тот продукт, который мы продумывали, за который мы отвечаем, потому что как он будет меняться в доставке или с собой, это уже будет не то, вот. И как бы это такие наши правила. Мы, конечно, немного волновались на эту тему, но в целом все нормально, гости как бы понимают. Еще вегетарианцы нас тоже обижаются, что у нас нет веганских раменов, вегетарианских. Некоторые прям обижаются, отзывы пишут. Но мы подумаем об этом тоже. Нам тоже пока сложно просто. Не потому, что мы вредничаем, пока сложно. Вот у нас короткое меню, эти 7 позиций, но чуваки просто готовятся нон-стопом. А место под раменом мы выбрали, потому что, во-первых, нам нравится это странное здание, такое немного андеграундное. Вот. А во-вторых, потому что у нас на один этаж выше находится наш бар-бюфе, и нам, в принципе, просто удобно вести так бизнес-дела, потому что у нас две точки наши в одном месте. Вот. Ну и в целом, мне кажется, вайб такой азиатский, правильный. В принципе, это наше здание странное, оно передает, потому что там очень в 90-е или 80-е, когда оно построилось, там было очень много разных коммерческих помещений, сейчас практически ничего там не осталось, и мы, грубо говоря, сейчас как-то перевозрождаем этот ТЦ. Ну и, в принципе, такой вайб, мне кажется, тяжелее было бы создать просто в какой-то коммерции обыденной на центральной улице. Здесь мы чуть-чуть смогли сделать немножко Гонконг.
Но если сказать про интерьер, который у нас большинство здесь всего из Китая, вообще в Сербии у нас не так все просто возить, как многие знают. Вот, но часть того, что у нас в зале, в принципе, большая. Фонарики, все, что здесь есть практически. Все привез я в чемоданах, двух буквально из Шанхая, с помощью своей сестры. Мы там все заказывали, потому что там все проще. Здесь куча всяких оригинальных приколов. Вот фонарик Supreme, допустим, оригинальный за 200 евро. Футболка Наката. Правда, нет, Накату я купил в Бангкоке у тайского дедушки. Наката — это японский футболист, первый, который играл в Европе. И вот у нас такой собирательный интерьер есть, и, в принципе, есть что просматривать. И все не просто куплено бездушно, а за каждый практически элемент там есть какая-то маленькая душа. Там же вот у нас тоже на винтажном рынке в Бангкоке я купил 100-летний японский флаг тоже у дедушки. Вон он висит на входе. То есть этому флагу 100 лет, он такой желтый, старый. Ну, как бы в этом прикол. Не все обращают на него внимание, возможно, но вот теперь, может быть, будут знать, что тоже такая деталь важная, в принципе. Тут есть журнал, сербский журнал, в котором напечатали статью про нас. Вот, с картинками, очень много текста, очень много разворотов, как вы можете видеть. Тут фотки еще. Это был день рождения Бифи Бара, но это здесь. Вот, так что, короче, про нас есть целая статья. Я его храню вот здесь. Главное, это команда кухни. Те, кто с нами с первого дня, это Рустам и Ванечек. С Ваней мы здесь, в принципе, по теме кухни схлестнулись, сошлись сразу, как при переезде. Не помню, если честно, где вы как это познакомились. Но, короче, с Ванечком где-то готовили в каких-то местах, в Кацеграде, в разных, короче, барах. Ну и вот, и потом, короче, от меня ему поступило предложение, что, типа, можно что-то сделать. Я озвучил, что раменное, и, в принципе, Ванек вписался. И с первого дня очень сильно помогал, в принципе, с первого дня. Вот, а с Рустамом мы знакомы. Ваня у нас как креативный шеф, Рустам операционный шеф. С Рустамом мы знакомы, наверное, лет около 10. Вот. Он, в принципе, еще с краснодарского парня, с Краснодара, был один из первых поваров. И так мы всю жизнь там несколько проектов еще открывали, тоже совместных в России. Поэтому с Рустамом знакомы давно. Он вписался и сюда, поэтому кайф, ему тоже благодарность. Так, кто у нас еще из сотрудников? Настя, сейчас Роман, это повара, и Олег, тоже кухонный работник. Ну, с ними просто в формате там Романа и Ваня нашел. Ну, короче, в формате обычного рыночного поиска, в принципе, тут мы знакомы ранее не были. Рита у нас из бара перешла, так сказать, для нее рост. Она сейчас тут старший администратор, управляющий, не знаю, как назвать. Ну, короче, старший человек за бар. Расскажи, что делаешь. А то не всем понятно. Я вам скажу, это одна из важных частей открытия нашего заведения, да? Сейчас буду мыть полы. Это невероятное действие, значит, вы сейчас его увидите своими глазами. Вообще, я бы сказала, что моя роль в раменной — это, значит, такая тетка-техничка, которая всех ругает, если тут что-то натоптали. То враг не пройдет. Вот, для нее, в принципе, такой рост, она с бара перешла сюда. Вот, а Виктора мы там тоже вселенная послала, он вообще красавчик. Как ты попал в Punch Ramen? Через группу в Телеграме «Работа в Сербии». Азиат, во-первых, во-вторых, английский, сербский все знает, работал в сербских местах много. Я работал удаленно, а потом, я пошел работать официантом, чтобы выучить язык и вообще социализироваться и как-то найти друзей и так далее. А так, да. Но до Punch Ramen я работал месяцев 10, наверное, или год почти в общепите. В принципе, я понимал, куда я иду. И типа сюда к нам вписался очень круто, поймал с нами какой-то вайб, поэтому вся команда классная. У нас есть изюминка
нашего дуэта. Изюминка нашего дуэта. Пойдемте покажем, что рассказывать. Надо зайти сюда. Пожалуйста, обратите внимание на это доска почета. Это доска почета крылатых фраз и выражений, от которых у нас мы впадаем в истерику. В Гугле нам часто оставляют отзывы, естественно. Не все они отличные. И иногда нам ставят за сервис 4. И каждый раз, когда мы с Витей что-то косякнем, я не знаю, уроним салфетки или там что-то, мы подходим друг к другу и говорим сервис 4. Ну вот эти сложно будет объяснить, ведь помоги. Увидел, что про овдосинекинез. Я как-то вечером после Sold Out сидел там, курил в курилке. И у нас часто тут приходят гости, они всегда блуждают здесь и биф байт бар. Да, копирницу. Я, там девушка была, я тут сидел, смотрю, что она что-то ищет, и она по телефону говорит, типа, где ты? Где ты? И я пытаюсь у нее спросить, типа, что тражишь? И она такая, овдосинекинез. Я такой, ну да, пошел. Это последняя новинка. Суть в том, что в сербском языке у них нет каких-то восклицаний типа там, да. У них свои там типа йой, ма, типа бре, там какие-то еще, неважно. Вот. А как-то ко мне подходит серб, и он заказывает напитки, а я думаю, а что ты рамен не заказываешь? И я ему такая, надо брать, что я на сербском не очень хорошо разговариваю, но могу. И, значит, и он заказывает напитки, а я такая стою, жду, говорю, что раменом? Он такой, мы заказали, и я сделала так. Вить, покажи, как я сделала. Она такая стоит, такая, ваши. Я просто в голос. Надо дальше. Короче, это такое все локальное, но мы умираем с этого, да. Блин, так как у меня до этого была такая крупная сеть в России, 33 бургерных у нас было и в России, и в Казахстане, и в Сербии, вот. У нас там все было построено на стандартах, на жестких, и я просто от этого устал, очень сильно. И сейчас прикольно, что ребята все ответственные, взрослые, и не надо там каждый миллишаг контролировать, все все на спокойном, нет никаких правил по форме одежды. Вообще, в принципе, правил нет никаких. Единственное, что по вкусу. Вкус всегда должен быть хороший, за это ребята, шефы отвечают. Есть такая некая свобода, и это прикольно, дает тоже какой-то вайб. Чем ты занимаешься вне работы? Сплю. Чем я занимаюсь в выходные? Да отдыхаю, знаете. Но хотелось... Сплю — популярный ответ. Нет, а что вы хотите? Он спит и ездит по окружностям сербским. Какой? Ваши! Нет, смотри, окей, а какого ответа нужно? Я здесь тоже не один соучредитель. Есть у нас еще правая рука Моника, в кадре она не участвует. Вот. Тоже помощник, на котором тоже все держится, в принципе. Вот вся команда, я, плюс еще есть человек, который тоже, который в фильме, к сожалению, не попал, но тоже очень значимый для нас. Наши гости сейчас последние, наверное, месяца 2, мы как будто начали замечать, что сербов уже больше даже стало, чем русскоговорящих. У нас вообще разношерстная какая-то клиентность, скажем. У нас очень много сербов в последнее время начали ходить. И я бы сказал, что любители рамена. В целом, если, наверное, в общем, то 50/50 сербов и русских, если в общем объеме взять. Ну и плюс иностранцев много, на самом деле, с разных стран.
Наверное, 50/50. И русские, и сербы. Все ходят, даже иностранцы ходят. Еще много японцев к нам заходит, и вот мне вдвойне приятно, когда они положительные отзывы оставляют. У нас чувак был, это, наверное, недели 2 мы первые работали, японец. Он съел миску, тихо ушел, а за миской он оставил журавлика, он сделал из чека. Причем супер филигранно вообще, и мы уже потом узнали, что это он типа нам респект выписал таким образом. Вот. Журавлика мы, к сожалению, потеряли, но запомнили этот момент. Вот. Очень приятно, когда такие отзывы. Да, обычно у нас, спасибо нашим гостям за это, минут за 20 до открытия формируется некоторая очередь. Вот, и потом уже с 3 мы начинаем всех гостей обслуживать, всех пускать в зал. Вот, а до 3 обычно располагаются на улице или просто занимают такую змейку, некую очередь. Вот, сейчас у нас процентов 70, мне кажется, сербских гостей. Вот, достаточное количество иностранцев, путешествующих в Белграде, и тоже процент 20-30 русских гостей. Примерно так. То есть, чтобы к вам попасть, надо приходить 20 минут до открытия. Да. Если хотите попасть спокойно, ну как спокойно, будет тоже некая очередь. Но вот видели, самый первый чел у нас за час пришел. Сейчас. Сидел за час. За час это вообще класс, но я бы так, наверное, не делал. Лучше за 15 минут. А если хотите вообще спокойно, к 5 вечера, вот, 2 часика мы отработали, первая волна сошла, и спокойно в 5 все помещаются. Сейчас время 4:43. По сербскому времени мы продали 73, сказал, да? Забыла. 73 порции раменов. А очередь стоит. А если закончится рамен? Если закончится рамен, то все, уже только напитки, максимум пивко. И, в принципе, мы после того, как он заканчивается, плавно завершаем работу так. Принимаем какое-то время еще гостей, и потом заканчиваем. Я знаю, что наш рамен лучший в Белграде, потому что в этой тарелке не просто рамен. В этой тарелке каждый ингредиент, который мы приготовили собственными руками в стенах нашего прекрасного атмосферного заведения. Ну, я считаю, что наш рамен самый лучший не потому, что он просто вкусный, а тут как бы просто соединяется все вообще все. Ну, мы такое слышим, но мы слышим, что у нас типа одна из популярных мест, но я не зарекаюсь так говорить, но судя по отзывам на Гугле, например, можно сказать, что у нас лучший рамен Белграда. Если люди так считают, то да. К этому мы приложили все огромные усилия. Первые 2 месяца мы работали по 16 часов, по 5 дней, всего 2 человека, я и Иван. Это было трудно, но смогли. Далее набрали команду, и в команде подобраны все профессионалы, все знают свое дело, поэтому такой результат заслуженный. Опять же, это не случайно. Я здесь могу, так как я за продукт отвечаю, я с полной уверенностью могу сказать, что в том числе из-за именно качественной еды, которую мы делаем. Сложно сказать насчет самого или не самого. Люди все пусть выбирают сами. Если так, то хорошо. Цель у проекта точно никакого масштабирования вообще, потому что тоже часто такой вопрос от гостей, типа, будете еще 2-й, 3-й, точно нет. Вот, хотим просто, чтобы был маленький такое камерное место с тем же количеством порций. Может быть, конечно, в будущем будет немножко увеличиваться. Сейчас у нас 120 день и sold out. Вот, то есть тоже такой у нас концепт, о котором, может быть, по-моему, я говорил, что да, 120 порций в день и до sold out. То есть мы открываемся в 3, если у нас рамен закончится в 5, то мы закрываемся. Вот, тоже не все гости этому рады, но наши возможности нам позволяют готовить только это количество порций. Вот, поэтому цели, хочется каких-нибудь премий, чтобы кто-нибудь обратил внимание на нас, хотя бы там Гомио или что-нибудь такое. Такие больше премии, такие больше цели. Никаких там больших масштабных горизонтов нет, потому что в моей жизни уже была там большая сеть. Мне больше сейчас нравится такое маленькое, спокойное, где мы сами принимаем участие. Развивать, во-первых, наш проект, развивать
тему ферментации вообще в Белграде. В планах мастер-классы запустить на базе раменной. Вот. Ну и вообще в целом делать новые проекты. Раменной франшизы не будет. Хотя нам сейчас пишут, вчера написала женщина одна из Скопья, типа хочет в Македонии панч-рамен, и до этого писали из Боснии чуваки. Короче, какие-то уже поступают. Ну, не знаю, может быть, мы рассмотрим идею их обучения, но точно как бы бренд панч-рамен мы не будем никуда продавать, и вряд ли будет какой-то второй. Вот, но если людям интересно, в принципе, мы готовы делиться знаниями, мне кажется, ничего в этом плохого нет. Обучать людей чему-то интересному, то, что сам умею, что мне самому интересно. Я вообще считаю, что если главная цель это не коммерция, не просто там какое-то увеличение денег, заработка, а если главной целью является, опять же, кайф и то, что ты любишь, и то, что тебе искренне интересно, то это всегда приносит большой успех. В данный момент для меня панч – это часть той работы и той жизни, которую я заложил и дал силы. В совокупности я работаю больше 10 лет в ресторанном бизнесе. И в том числе с Евгением, владельцем данного заведения, мы открывали 3 проекта. И с ним я работаю больше 8 лет. Поэтому такой огромный промежуток времени и дал тоже результат. Для меня панч-рамен — это семья, мои друзья здесь. Мне здесь, даже мои друзья мне говорят, что, типа, ведь ты что-то не жаловался на свою работу очень давно. Типа, мне кажется, ты там долго останешься. И, ну да, я чувствую себя здесь очень комфортно, уютно, как будто я на второй дом свой прихожу. Мой второй дом. Я не шучу. Правда. До этого у меня был Бифи вторым домом. Но там я больше времени в неделю проводила. Панч, понятно, дословный перевод. Удар. Наверное, здесь можно ассоциацию перевести во вкусы. То, что, у нас у еды довольно яркие вкусы. Собственно, мы это и пытались обыграть, чтобы наша еда созвучна была с названием. Вывод такой, что, значит, панч — это яркие вкусы для меня. Вот, как-то так. Когда я нахожусь здесь, почему я здесь нахожусь постоянно, то, что мне просто нравится, типа, и все. Просто нравится. Заниматься едой нравится носить тарелки. Вот, поэтому панч – это заслуга всех людей, кто здесь есть. То есть это, грубо говоря, как вторая семья, потому что мы проводим здесь больше времени, чем с родными. Я знаю, что Женя мечтал открыть раменную очень долгое время. И опять же, зная Женю, исходя из того, чем он живет, он постоянно ищет какие-то штуки для вдохновения, у него большой опыт, он много путешествует. Вот, поэтому я знаю, что это прям его детище, это то, от чего он действительно кайфует, то, что он любит, поэтому оно просто все вот так сложилось и работает.